Всем привет! Сегодня вы увидите 50 невероятных способов использования арбуза, от смешных до по-настоящему гениальных. Первый способ – ленивая нарезка арбуза. Все, что нам нужно сделать, так это разрезать арбуз напополам с помощью ножа. Остается только набрать мякоть в ложку и наслаждаться спелой арбузной мякотью. В 90% случаев я ем арбуз именно так. Способ 10 из 10. Второй способ – нарезка арбуза кубиками. Для этого придумали специальное приспособление, которое должно облегчить нарезку. С помощью ножа срезаем край арбуза и тестируем это изобретение. Вроде работает, но есть очень большой минус. Пользоваться этим, не запачкав стол, практически невозможно. Поэтому ставлю этому девайсу 7 из 10. Третий способ – еще одна нарезка арбуза кубиком. На этот раз придумали вот такое простейшее устройство. Берем половину арбуза и нарезаем мякоть на кубики. Удобно накалываем кусочки вилкой и едим. Стол чистый, оценка 10 из 10. Четвертый способ – гениальная нарезка арбуза. Итак, с помощью ножа разделяем арбуз на дольки, не дорезая до конца. Затем кладем его на бок и нарезаем в поперек. Таким образом получаются идеальные дольки. Оставшуюся часть арбуза переворачиваем и нарезаем на квадраты. Получается сразу два вида нарезки и очень быстро. Я считаю хороший способ 9 из 10. Пятый способ – нарезка в одно движение. Для этого существует вот такой мега-нож. Прикладываем его к арбузу и с помощью молотка забиваем в плотную кожуру. Остается только надавить. Нож проваливается в арбуз с очень большим трудом. Но по итогу получаются идеальные дольки. В целом способ ужасный и требует очень много сил, 3 из 10. Шестой способ – смузи в арбузе. Первым делом нужно срезать крышку арбуза. И с помощью погружного блендера превращаем мякоть в арбузный смузи. Это занимает всего минуту. Готово. Переливаем в стакан. И пробуем. Неплохой напиток, 7 из 10. Седьмой способ – арбузный диспенсер. Нам понадобится тот же смузи в арбузе. Все, что нужно сделать, так это надрезать кожуру. И вставить кран. Все, теперь можно удобно наливать арбузный сок прямо через кран. Выглядит прикольно, жалко, что набирается слишком долго. Ставлю 7 из 10. Восьмой способ – арбузная газировка. Сейчас нам понадобится сифон и сито. Нужно отделить арбузную мякоть, чтобы внутрь попал только чистый сок. Закручиваем крышку сифона. Чтобы газировать напиток, нужен баллончик с углекислым газом. Вставляем его в специальный отсек и запускаем газ в арбузный сок. Их нужно хорошенько смешать. И можно наливать в стакан арбузную газировку. Давайте пробовать. Ух ты, с пузырьками арбузный сок еще вкуснее. Ставлю 8 из 10. Девятый способ – жареное арбузное мороженое. Для него нужен специальный аппарат. Ну и конечно же арбуз. Разрезаем его напополам. Для мороженого нам хватит всего одной дольки. Отделяем ненужную кожуру. Поливаем арбуз сладкими сливками. И с помощью двух шпателей хорошенько измельчаем арбузную мякоть. Все, масса уже достаточно мелкая. Пора включать фризер. Сливки начинают подмораживаться, и нам нужно объединить их с арбузом. Благодаря такому перемешиванию смесь стала воздушной. Теперь густую массу нужно размазать равномерным слоем по охлажденной поверхности. Через 30 секунд разделяем мороженое на секции. И сворачиваем роллы из арбузного мороженого, используя шпатель.
Получившиеся роллы перекладываем в тарелку. Поливаем сладким топпингом. И в завершении посыпка. Давайте пробовать. Это очень вкусное и натуральное мороженое, 10 из 10. 10-й способ: леденцы из арбузной карамели. Итак, отправляем в сотейник кукурузный сироп, сахар и арбузный сок. И варим карамель для леденцов. Готово. Можно разливать ее по формам. И вставлять палочки. После застывания карамели раскрываем форму. И достаем арбузные леденцы. Просто посмотрите, насколько идеальными они получились. Пробуем. Да, в них есть натуральный арбузный вкус, 9 из 10. 11-й способ: арбузная сладкая вата. Нам нужны арбузные леденцы. Отправляем их в кофемолку и измельчаем. Готово. Получается арбузная сахарная пудра. Конечно же, нам нужен аппарат для сладкой ваты. С ней в комплекте всегда идет специальный дозатор. Набираем в него арбузную пудру и высыпаем в аппарат для сладкой ваты. Включаем нагрев и вращение. Мотор запущен, и как только арбузная пудра растает, начнет вылетать сахарная вата, которую мы собираем на палочку. Постепенно ком сахарной ваты увеличивается. Когда он стал огромным, выключаем аппарат. Арбузная сахарная вата получается розовой. Давайте пробовать. Вау, эта вата гораздо вкуснее той, что продается в парках. 10 из 10. 12-й способ: арбузные конфеты с мягкой начинкой. Нам нужен арбуз, с которого мы срезаем крышку, сделав 4 надреза. С помощью миксера превращаем мякоть в смузи. И процеживаем сквозь сито. Нам нужно получить только чистый арбузный сок. Сейчас в него нужно добавить порошок альгинат натрия, пол столовой ложки. Устанавливаем блендер в комбайн и перемешиваем компоненты на очень высоких оборотах. После чего ставим в холодильник на 1 час, чтобы все сработало. Теперь нужен лактат калия. Его мы просто добавляем в воду и перемешиваем до полного растворения. Готово. А сейчас будет происходить магия. Набираем арбузный сок в шприц. В мерную ложку набираем немного водяной смеси и просто выдавливаем содержимое шприца в ложку. Опускаем все это в ванночку. И за счет реакции пищевых химикатов снаружи появляется тонкая желейная оболочка. Формируется идеально круглая конфета. Мы сделали очень много таких. Такие конфеты мега приятные на ощупь и выглядят очень залипательно. Снаружи получается довольно прочная и упругая оболочка, а внутри жидкий арбузный сок. Давайте попробуем. Конфеты очень прикольно лопаются во рту. Ставлю 9 из 10. Хотелось бы более насыщенный вкус. 13-й способ: арбузная bubble tea. В арбузный сок мы добавили сахар и лимонную кислоту. После чего все это упаривали, чтобы увеличить насыщенность арбузного вкуса. Теперь из арбузного концентрата делаем такие же шарики, как в прошлом способе, только поменьше. Они такие же жидкие внутри, как прошлые конфеты. Отправляем в стакан арбузные шарики, сахар, лимонный сок, арбузный сок и зеленый чай. Остается все это перемешать, чтобы растворить сахар. Арбузный bubble tea готов. Давайте пробовать. Офигенно вкусно. В этот раз арбузные шарики очень насыщенные. 10 из 10. 14-й способ: арбузный сорбет. Итак, нарезаем арбуз на круги. Вырезаем кожуру.
удаляем косточки. Нарезаем все на кубики и перекладываем в пакет. Все это нужно заморозить. После чего пересыпаем в блендер. И перебиваем до мелкого состояния. Сорбет готов. Можно красиво его подавать в половине арбуза. Пробуем. Удивительно, просто замороженный арбуз, но это так вкусно, 10 из 10. 15-й способ – поверхностная арбузная резьба. Это целое ремесло, поэтому мы позвали чемпиона мира по карвингу и дали ему задание вырезать на арбузе мой портрет. Согласен, выглядит невозможно, но количество медалей на чемпионе дает надежду на успех. Сначала мастер карвинга закрепляет мой портрет на арбузе с помощью зубочисток. А затем тонким ножом делает разметку. Теперь видно все основные линии. Этим же ножом он снимает тонкую зеленую кожуру, создавая объем портрета. На всю работу ушло всего 50 минут, и портрет на арбузе был вырезан. Когда мне показали результат, я был очень удивлен, ведь это на 100% похоже. В качестве подарка такое точно сможет впечатлить 10 из 10. 16-й способ – глубокий арбузный карвинг. На этот раз мы дали задание чемпиону сделать что-то из классического карвинга на здоровенном черном арбузе. Сначала с помощью циркуля он сделал разметку. Далее начал резать кожуру ножом. А затем с помощью необычного инструмента он выдавливает волнистые лепестки в арбузе. За этим очень интересно наблюдать. Так всего за 1 час арбуз превратился в произведение искусства. В карвинге высший пилотаж – это когда мастер умудряется раскрыть все 5 цветов арбуза в одном узоре. Здесь все сделано идеально и выглядит нереально круто. Это идеальное украшение на праздничный стол, 10 из 10. 17-й способ – сублимированный арбуз. Для этого способа нам необходим сублиматор. Раскладываем кубики арбуза на противни и отправляем их в сублиматор. Включаем и ждем 2 дня. В это время арбуз замерзает, и в условиях вакуума из него выходит вся влага. Давайте посмотрим, что получилось. Арбуз стал мега сухим и очень легко крошится. Попробуем его. Очень прикольная хрустящая текстура, но вот вкус слишком перенасыщен, ставлю 7 из 10. 18-й способ – арбузный попкорн. Специально для этого мы купили аппарат для попкорна. Отправляем в кофемолку краситель, арбузные леденцы и сублимированный арбуз. Все это нужно измельчить. Получается самодельная вкусовая добавка. Открываем дверцы аппарата для попкорна и высыпаем вкусовую добавку в специальный отсек. Сюда же кукурузу для попкорна и немного масла. Включаем нагрев, подогрев камеры и свет. Все ингредиенты перемешиваются между собой и начинают нагреваться. Закрываем крышку. Спустя 3 минуты попкорн начинает взрываться и выпадать из емкости уже с налипшим арбузным вкусом. Когда взрывы попкорна прекратились, вытряхиваем отсек. И можно раскладывать попкорн по ведрам. Давайте попробуем. Это очень вкусный арбузный попкорн, ставлю 10 из 10. 19-й способ – арбузное шоу-мороженое с сухим льдом. Мы купили целый контейнер сухого льда. Еще нам нужен большой ножевой блендер. Отправляем в него арбузную мякоть, сладкие сливки и, конечно же, сухой лед. Это замороженный углекислый газ, и он в 5 раз холоднее, чем обычный лед. Закрываем крышку и просто включаем блендер. Через крышку вылетает огромное количество углекислого газа, выглядит эффектно. Всего через 40 секунд можно открывать блендер.
Арбузное мороженое готово. Остается его только сервировать. И давайте пробовать. Супер натуральный вкус, и это, пожалуй, самый быстрый способ сделать мороженое, который я знаю. 10 из 10. 20-й способ: арбузное мороженое с помощью жидкого азота. Температура жидкого азота минус 197 градусов Цельсия, поэтому с его помощью можно легко сделать мороженое. Но для этого нужен планетарный миксер. Заливаем арбузный сок и сливки. Начинаем взбивать. Все, что остается сделать, так это влить жидкий азот. Он быстро начинает испаряться, и из миксера вытекает красивый поток холодного пара. Но, к моему удивлению, масса замораживается дольше, чем сухим льдом, поэтому пару раз мы подливали азот. Спустя целых 5 минут мороженое готово. Для красивой подачи мы перекладываем его в кулинарный мешок. И наполняем пустую арбузную дольку воздушным мороженым. Готово, пробуем. Такое же натуральное мороженое, только с интересной подачей. 10 из 10. 21 способ: арбузный тертый лед. Нам нужны уже замороженные дольки арбуза. Все, что нужно сделать, так это натереть их на терку. Добавляем лимонный сок и кленовый сироп. Украшаем мятой. И давайте пробовать. Неплохо, 8 из 10. 22 способ: арбузный лед. Для удобства переливаем арбузный сок в графин. И уже из него наполняем формочки для льда. Отправляем в морозилку. И на следующий день можно доставать кубики арбузного льда. Такой лед не будет разбавлять вкус вашего напитка. Ставлю 7 из 10. 23 способ: арбузный мохито. В стакан отправляем арбузную мякоть и раздавливаем ее. Листья мяты, лимонный сок и сахарный сироп, арбузный лед и спрайт. Все это перемешиваем трубочкой. И украшаем арбузной долькой. Все, можно пробовать арбузный мохито. Вкусно, 8 из 10. 24 способ: арбузное желе. Нужен пустой арбуз, который мы заполняем виноградом, голубикой, клубникой и персиком, чередуя фрукты и ягоды между собой, пока не заполним арбуз полностью. Готово. Теперь нужен арбузный сок. Даем постоять ему в холодном месте 2 часа. Жидкость разделится на прозрачную и красную части. Вот теперь проливаем прозрачную часть через фильтр. И получаем идеально прозрачный арбузный сок. Отправляем его в сотейник. Сюда же сахар, лимонная кислота и желатин. Ставим на плиту и растапливаем желатин, постоянно помешивая венчиком. Спустя 3 минуты все готово. Переливаем прозрачное желе в арбуз с фруктами. Накрываем крышкой. И отправляем в холодильник на ночь. Ну что, давайте разрежем желейный арбуз. Получается невероятно красиво. Мне уже не терпится попробовать. Нарежем все это на дольки. Выбираем самый красивый кусок. И настал момент откусить. Это очень вкусно, насыщенно и красиво. 10 из 10. 25 способ. Арбуз в шоколаде. Берем длинный арбуз и сносим его верхнюю часть. Теперь с помощью упаковки Pringles выдавливаем самую сладкую сердцевину арбуза. И достаем ее. Вставляем палочку. И можно отрезать идеальный кусочек. Остается покрыть мякоть шоколадом.
Пробуем. Арбуз хорошо сочетается с шоколадом, 8 из 10. 26-й способ — арбузная пастила. Нам нужен арбуз без косточек. Срезаем с него кожуру. И отправляем мякоть в ножевой блендер. Нам нужно получить смузи. Теперь все это процеживаем, чтобы избавиться от лишнего сока. Ведь на этот раз нам нужна именно мякоть. Добавляем мед для сладости, лимонный сок для баланса вкуса и перемешиваем. Получившуюся массу выливаем на противень и распределяем по всей поверхности. Ставим в духовку на режим сушки. По итогу получаем арбузную пастилу. Ее остается только свернуть в ролл и нарезать. Натуральная пастила готова. Давайте же ее попробуем. Вкусно, 8 из 10. 27-й способ — арбуз со специями. Речь идет именно о специи таджин, включающей в себя перец чили, сушеный лайм и соль. В Мексике все едят арбуз именно с этой специей. Давайте и я попробую. Для меня это очень непривычный вкус, ставлю ему 5 из 10. 28-й способ — арбуз с хлебом. Просто собираем сэндвич с арбузом и пробуем. Это сочетание нравится мне больше, 6 из 10. 29-й способ — тунец из арбуза. Для имитации тунца обрезаем арбузную мякоть с 3 сторон. А оставшийся кусок нарезаем как бы на стейки тунца. Выкладываем их на противень и отправляем в духовку. Они должны стать мягче. Готово. Теперь сбрасываем стейки в зип-пакет. Добавляем соевый соус, яблочный уксус, рыбный соус, кунжутное масло и чили-перец. С помощью трубочки отсасываем лишний воздух из пакета. И перемешиваем маринад. Отправляем мариноваться в холодильник. Спустя 5 часов достаем. Перекладываем стейк в кунжут и обваливаем со всех сторон. Все, арбузный стейк тунца готов. Проверим, насколько он похож на настоящий. Слушайте, арбуз так напитал маринад, что это действительно отдаленно напоминает вкус тунца. 7 из 10. 30-й способ — суши из арбуза. Чтобы сделать роллы, нарезаем арбузный тунец на ломтики. Я уже собрал все необходимое для роллов. Лист нори отправляем на циновку. Затем идет рис. Распределим его по листу нори. И переворачиваем. Сливочный сыр. Выдавливаем 2 толстых полоски. Добавляем соломку из огурца. И сворачиваем ролл. Остается выложить арбузный тунец сверху. И прижать ковриком. Остался этап нарезки. И арбузный ролл можно подавать. Будем пробовать с васаби и каплей соевого соуса. В роллах еще сложнее понять, что это не настоящая рыба, 8 из 10. 31 способ — арбузные чипсы. Для этого способа я подготовил кусок арбуза треугольной формы. Устанавливаем его в слайсер. И нарезаем на кусочки, напоминающие начос. Теперь нужен дегидратор. Выкладываем в него куски арбуза.
Накрываем крышкой и включаем. Спустя сутки готово. Пробуем. Так себе арбузный вкус слишком перенасыщен. 5 из 10. 32-й способ арбузной моти. Вливаем арбузный сок к сахару. Сюда же клейкую рисовую муку и крахмал. Хорошенько все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и делаем пару отверстий. Отправляем в микроволновку на 6 минут. Получается тесто для моти. Переносим его на силиконовый коврик и раскатываем скалкой. Готово. Теперь вырезаем кружки. И один из них выкладываем в мини-миску с рисовой мукой. В качестве начинки выдавливаем сливочный крем. Арбузный шарик, еще немного крема и закрываем начинку. Переворачиваем, и арбузный моти готов. Давайте попробуем. Это очень нежный и вкусный десерт, 9 из 10. 33-й способ арбузная тангулу. Нам нужна арбузная мякоть и специальная ложка. С ее помощью мы вырезаем арбузные шарики. Насаживаем их на палочку и переходим к плите. Ведь нужно сварить простую карамель из сахара и воды. Когда карамель готова, поливаем ей арбузные шарики. И охлаждаем. Тангулу готово, пробуем. Арбуз отлично сочетается с хрустящей карамелью, 9 из 10. 34-й способ арбузная маршмеллоу. Разливаем арбузный сок в 2 сотейника. В один добавляем желатин, а во второй сахар и мед. Ставим все это на плиту. Мы сделали арбузную карамель и растопили арбузный желатин. Выливаем его в миску. И постоянно взбивая миксером, добавляем карамель. Со временем получается пышная розовая масса. Добавляем изюм для имитации косточек и вмешиваем. Еще жидкое маршмеллоу заливаем в половинку арбуза. И ждем, пока застынет. После чего арбузное маршмеллоу готово. Остается его только нарезать. Выглядит прикольно, пробуем. Вкус натурального арбузного маршмеллоу лучше, чем в магазине, 9 из 10. 35-й способ арбузная чурчхела. Здесь все просто, нам нужен арбузный смузи. Сахар, лимонная кислота и мука. Все это нужно смешать. И варить на плите до тех пор, пока масса не загустеет. Теперь насаживаем на нитку с иголкой грецкие орехи. Должна получиться целая связка. Мы сделали таких 5 штук. По одной отправляем в густую арбузную массу. И покрываем орехи. После чего подвешиваем на решетку. И отправляем в духовку в режиме сушки на всю ночь. В конце концов арбузная смесь подсохла, и восточная сладость наконец-то готова. Давайте пробовать. Вот здесь идеальное сочетание арбуза и орехов, уверенные 10 из 10. 36-й способ арбуз в стиле KFC. Отрезаем толстый кусок арбуза. Затем вырезаем в нем куриную ножку. Достаем и разделяем на 2 части. Панируем их в муке с солью.
Все, можно отправлять во фритюр. Когда получилась золотистая корочка, достаем из масла. Поливаем кетчупом. И пробуем. Это вообще невкусно. 3 из 10. Кто это вообще придумал? 37-й способ фокус с самоочищающимся арбузом. Итак, берем арбуз и по кругу делаем надрезы на кожуре. Немного надавливаем. Проворачиваем. И мякоть сама выпадает. Если вы поверили в этот фокус, то вероятнее всего вы ребенок. Чтобы повторить этот эффект, на самом деле арбуз придется разрезать до конца и полностью очистить его от мякоти. Нам нужны чистые половины. Теперь со второго арбуза нужно срезать всю кожуру, чтобы остался только шар из мякоти. Его остается только поместить в 2 половинки кожуры. И вы готовы показывать этот фокус. Выглядит прикольно, но все уже видели это в интернете и вряд ли удивятся. 5 из 10. 38-й способ карпаччо из арбуза. Берем идеальную арбузную болванку и нарезаем ее мелкими слайсами. После чего выкладываем их на тарелку. Посыпаем каперсами, чтобы блюдо было соленым. Немного масла авокадо. Бальзамический соус для кислинки. И в завершении сыр буррата. Все, арбузная карпаччо готова. Давайте попробуем. Как же идеально здесь все сочетается. 10 из 10. 39-й способ арбузный стейк на гриле. Итак, вырезаем стейк из арбузной мякоти. Перчим и солим его. Втираем специи. Переворачиваем и солим со второй стороны. Отправляем на гриль. Жарим до корочки с 2 сторон. Готово. Будем пробовать с барбекю соусом. Это отвратительно. Худшее использование арбуза. 1 из 10. 40-й способ необычный арбузный напиток. Для него нам нужно нашинковать дольку арбуза на полоски. Далее над миской продолжаем нарезать уже на кубики. Сюда же добавляем лед, арбузный сироп и молоко. Остается только перемешать. Молочно-арбузный напиток готов. Наполняем им стакан. И пробуем. Довольно вкусно, еще и с приятной текстурой арбузных кусочков. 8 из 10. 41-й способ варенья из арбузной кожуры. Для этого способа нам нужно снять с арбуза тонкий зеленый слой кожуры. Далее срезаем всю кожуру. И шинкуем ее на мелкие кусочки. Все, отправляем в сотейник. Добавляем сахар, воду и варим корки. Через 10 минут добавляем соду и продолжаем варить до тех пор, пока не получится густое коричневое варенье. Вот теперь варенье можно заливать в банку. И хранить долгое время. Давайте попробуем, что получилось. Гениально! По сути, из отходов мы сделали очень вкусное варенье. 10 из 10. 42-й способ арбузные цукаты. На этот раз арбузные корки нужно варить сахаром не так долго, как для варенья. Затем перекладываем их в дегидратор.
Распределяем. Накрываем крышкой и сушим 1 ночь. Все готово. Получаются очень мягкие и красивые цукаты. Давайте пробовать. По ощущению, это очень вкусные арбузные конфеты, 10 из 10. 43-й способ: арбузный греческий салат. Идея в том, что в греческом салате заменить помидор на арбузную мякоть. Давайте проверим, работает ли это. Арбуз в миску. Туда же огурец, сладкий перец, оливки, сыр фета, лук, приправы и оливковое масло. Замешиваем. Арбузный греческий салат готов. Пробуем. Да, в этом салате арбуз с легкостью заменяет помидоры. Ставлю 8 из 10. 44-й способ: арбузное тирамису. Макаем палочки савоярди в арбузный сок и выкладываем в форму. Далее выдавливаем классический крем для тирамису. Кусочки арбуза, снова палочки савоярди и финальный слой крема. Охлаждаем десерт и можно поднимать форму. В конце присыпаем пудрой из сублимированного арбуза. И пробуем. Неплохо, но классический тирамису вкуснее. Ставлю 7 из 10. 45-й способ: курица, запеченная в арбузе. Отправляем курицу в арбуз. Посыпаем приправой. И втираем специи. Готово. Накрываем второй половинкой арбуза. И ставим все это прямо в костер. Спустя всего 10 минут курица начинает готовиться. Спустя 2 часа достаем из костра и смотрим, что получилось. Попробуем куриную ножку. В целом способ рабочий, 7 из 10. 46-й способ: арбузный мед. Отправляем мякоть арбуза в кастрюлю. И ставим на плиту. Раздавливаем кусочки до состояния жидкой массы. И варим 3 часа на медленном огне. Практически все готово, остается только процедить. Протираем через сито всю жидкость. После охлаждения арбузный мед готов. Хоть его и получилось очень мало. Давайте попробуем. Неплохо, но вкус очень сильно напоминает тыкву, 7 из 10. 47-й способ: консервированный арбуз. Половину арбуза разрезаем вдоль на 3 части. А затем шинкуем на дольки. Готово. Можно закладывать в банку. Добавляем укроп, соль, лимонную кислоту, сахар и кипяток. Закрываем крышку и оставляем минимум на 5 дней. Можно пробовать. Соленая закуска из арбуза кажется мне странной, 6 из 10. 48-й способ: арбузный рахат лукум. На сковородку выливаем арбузное смузи и добавляем крахмал. Все это нужно загустить, постоянно перемешивая. Далее уже в густую массу вливаем карамель и снова доводим консистенцию до густого состояния. Готово. Переливаем в форму. Даем остыть и достаем. Посыпаем сахарной пудрой. И нарезаем на кубики. Пробуем арбузный рахат лукум. Очень вкусно, но слишком сладко, 8 из 10. 49-й способ: арбузные паровые булочки. Добавляем арбузные соки в воду в смесь для бао булочек. Также краситель. И замешиваем. Накрываем пленкой 3 вида теста. И ждем, пока они взойдут. Пленка больше не нужна. Начнем с красного теста. Выкладываем его на доску в форме лепешки. Добавляем полоску белого теста и зеленого, как бы имитируя слоя арбуза. Также черный кунжут для имитации косточек. И разрезаем арбузное тесто на дольки. Все, можно переносить их в пароварку.
Накрываем крышкой и готовим. Через 40 минут арбузные паровые булочки готовы, достаем. Выглядит действительно как ломтики арбуза, пробуем. Вкус арбуза здесь совсем не чувствуется, 4 из 10. 5,10 способ: жареные арбузные семечки. Итак, сначала косточки из арбуза нужно достать. Можно легко это сделать мерной ложкой. В миску также добавляем соль и воду. Перемешиваем, чтобы соль растворилась. После чего все это выливаем на сковородку. Вода испарится, а соль налипнет на каждую косточку равномерным слоем. Обжариваем всего 2 минуты и можно снимать с огня. Арбузные косточки готовы. Пробуем. Жареные арбузные семечки один в один как подсолнечные, только очень мелкие, 7 из 10. Если вы знаете еще хоть один способ использования арбуза, которого не было в этом видео, напишите в комментариях. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!